Канал Валерия Табакова представляет «Понятые. Проколы прокурора и кинологической алиби Зинченко по результатам суда 26 марта 2025 года в деле Фарион». Здравствуйте, друзья! С вами юрист Валерий Табаков. И сегодня я опять хочу обсудить с вами доказательства, которые были рассмотрены судом на заседании 26 марта 2025 года в рамках дела об убийстве Ирины Фарион. У меня есть несколько файлов, включая видеозаписи судебных заседаний, и сейчас я остановлюсь на ключевых моментах, которые привлекли мое внимание и, надеюсь, привлекут и ваше. Я подробно разберу три эпизода из видеозаписи следственных действий и также затрону дополнительные вопросы, которые требуют внимания. Итак, первый момент. Участие понятых и смена ими одежды. Обращаю внимание на этот момент, поскольку понятые, присутствовавшие во время осмотра места происшествия, вначале находятся в одной одежде, а потом меняют ее на другую. Во время осмотра места происшествия защита указала на любопытную деталь. На видеозаписи следственного действия осмотра места преступления вначале один понятой находится в брюках и в рубашке, а понятая в юбке и в кофте, а в конце уже все наоборот. Понятой находится в шортах и в тенниске, а понятая в спортивных штанах и кофте. Вот это наблюдение, замеченное защитой, рождает вопросы. Либо понятые покидали место проведения следственного действия, что недопустимо, либо запись, которую представляют как цельную, на самом деле составлена из фрагментов, снятых в разные дни. Например, вторая часть следственного действия, снятие запахов для одерологической экспертизы, могла проводиться на следующий день, что и объясняет смену одежды понятыми. Прокурор Петлеваный, в свою очередь, попытался опровергнуть это замечание защиты, ссылаясь на судебную практику. Он упомянул решение Верховного суда под одной из кассационных жалоб, где было отмечено, что присутствие понятых обязательно только при осмотре места преступления, являющегося чьей-либо частной собственностью. Поскольку осмотр проводился во дворе дома по адресу Масарика 3, который, по словам прокурора, не является частной собственностью, участие понятих якобы не было обязательним вообще. Будь-який сумнів має бути розумним. В даному випадку я почув від сторони захисту величезну кількість припущень про нібито відсутність понятих, про нібито не їхні підписи, про нібито не те, що вони читали, не підписували, не читали. Водночас сама сторона захисту заявила клопотання про допит цих осіб. Як можна висловлюватися про їхню поведінку, не допитавши їх в суді? На жаль, в мене таких здібностей немає, щоб залізти в голову людям, але я думаю, що не можна. Щодо позиції захисників про те, що слідчо-оперативна група не могла знати про необхідність проведення огляду місця події за місцем розташування лавки і крісел, з яких вилучалися запахові сліди. Хочу звернути увагу суду, що в судовому засіданні нами було досліджено такий документ, який називається в мене в порядку дослідження рапорт чергової частини, аркуш справи 26, том 1. Первинне повідомлення на 102, яке надійшло 19.07.2024 року в 19 годині 28 хвилин. Зазначено, що стріляли з вогнепальної зброї, чули постріл, стріляла невідома особа в капелюсі, сидів на лавочці. Тобто
До моменту виїзду на місце події слідчо-оперативна група вже знала про де знаходилась особа перед тим, як здійснила постріл. Другий момент. Є інструкція з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами, підрозділами Національної поліції, запобігання кримінальним правопорушенням, їх виявлення і розслідування, затверджено наказом Міністерства внутрішніх справ у 2017 році. В цій інструкції є розділ 2, який регулює порядок виїзду і дій слідчо-оперативної групи на місці події. Інструкція доволі велика, але серед багатьох пунктів є ряд пунктів, які вказують на те, що будь-яка слідчо-оперативна група, приїхавши на місце події, перед тим, як почати огляд місця події, збирає для себе орієнтуючу інформацію, щоб визначити територію і межі проведення такого огляду. І відповідно слідчо-оперативна група в даному випадку керувалася цією інструкцією, як завжди керуються слідчо-оперативні групи при виїзді на будь-яке місце події. Як ми бачимо на початку відео, коли ми дивимося огляд місця події, на момент початку відео були натягнуті ленти, і ленти були натягнуті по секторах, і в тому числі в місці, де знаходилась лавка. Наступний момент. Щодо понятих. Якщо так розібратися, взагалі, враховуючи практику Верховного суду, враховуючи вимоги КПК, при проведенні саме цього огляду місця події, участь понятих взагалі була не обов'язкова. Є постанова Верховного суду в справі номер 473/2485/17, де при аналогічних обставинах оскаржувалися протокол огляду місця події, виходячи з того, що поняті були зацікавлені особи в тій справі. Верховний суд, розглядаючи вказане кримінальне провадження, дійшов висновку, що виходячи з системного аналізу вимог статті 223 Кримінально-процесуального кодексу України, участь понятих при огляді місця події є обов'язковою тільки в тому випадку, якщо такий огляд проводиться в житлі чи іншому володінні особи. Однако здесь возникает логический вопрос. Если прокурор утверждает, что присутствие понятых не обязательно, то необходимо четко установить, кому принадлежит этот двор, чьей собственности он находится. Скорее всего, он находится в общей, совместной собственности жильцов дома и не являются ни коммунальной, ни государственной территорией и собственностью. Если это так, то двор все же подпадает под категорию частной собственности, и участие понятых при осмотре становится обязательным. Для разрешения этого спора суду следовало бы запросить документы, подтверждающие статус придомовой территории дома на Масарика 3. Таких документов в деле нет, что делает возражения прокурора Петлеванова в этой части необоснованными. Согласно действующему же законодательству, придомовая территория действительно считается собственностью жильцов, что только усиливает позицию защиты и представляет Петлеванова, прокурора, в невыгодном свете, как человека, квалификация которого оставляет желать лучшего. Второй момент – это роль Михайловского и его статус при проведении следственных действий. Защита подняла вопрос о том, в каком качестве этот Михайловский присутствовал при осмотре места происшествия, поскольку это остается неясным. Прокурор Петлеванный заявил, что Михайловский является криминалистом, а следователь вправе привлекать специалистов к следственной группе без дополнительных постановлений. Таким образом, по мнению прокурора, участие Михайловского как криминалиста было законным. Однако в протоколе осмотра места происшествия во дворе дома на Масарика 3 нет указания на то, что Михайловский действительно участвовал в качестве криминалиста. Интересно, что в другом процессуальном документе, протоколе осмотра квартиры Ирины Фарион в том же доме, квартира номер 197, Михайловский также участвовал, но уже в ином статусе. Там он обозначен как заместитель начальника отдела
криминалистического обеспечения Следственного управления Главного управления национальной полиции во Львовской области. Это не должность криминалиста, а руководящая позиция, которая может предполагать участие в качестве следователя или иного должностного лица. Однако прокурор утверждает, что Михайловский не является следователем по своей должности. Возникает противоречие. Если его статус как криминалиста при осмотре двора не указан в протоколе, а в другом действии он выступает в качестве руководителя, то его участие в осмотре места преступления во дворе вызывает сомнения. Возможно, он действовал не как криминалист, а как должностное лицо, что является тоже нарушением процессуальных норм. И в первом случае при следственном действии осмотр места преступления, и во втором случае при проведении следственного действия осмотр квартиры Ирины Фарион. И еще самое важное в этом видео, друзья, это, можно сказать, алиби или вероятное, точнее скажем, алиби Вячеслава Зинченко, а именно работа кинологов при проведении следственного действия осмотр места преступления. Хотя защита на этом аспекте, на этом моменте не акцентировала внимание, и это неакцентирование защитой внимания, вероятно, порадовало сторону обвинения. Речь идет о протоколе работы кинологов. В следственных действиях участвовали двое кинологов с 2 собаками. Согласно протоколу, обе собаки взяли след от лавки, прошли через арку и потеряли его уже за пределами двора. Этот эпизод заслуживает более тщательного анализа, друзья, особенно в части траектории движения собак. Если собаки шли прямо от лавки к арке, это может указывать на то, что человек, сидевший на лавке, просто покинул место происшествия, не совершая убийства. Однако, если следствие считает этого человека убийцей, то собаки должны были сначала подойти к месту, где был обнаружен труп Ирины Фарион, то есть, двигаясь от лавки, подойти к месту обнаружения трупа, а уже затем направиться к арке. Только такая траектория могла бы подтвердить версию обвинения. Но Петлеванный не стал предлагать просмотреть видеозапись работы кинологов, что, вероятно, может опровергнуть версию обвинения, потому что собаки действительно при взятии следа и движении по следу не подходили к месту убийства. Протокол не дает четкого ответа на вопрос, подходили ли собаки к месту убийства, а видеозапись, как мы уже заметили, не была просмотрена, но могла бы все же прояснить ситуацию. Продовжуємо дослідження доказів сторони обвинувачення. Акт про скасування службової собаки від 19.07.2024 року складений молодшим інспектором кінологом Кінологічного центру Гуньковської області, старшим лейтенантом поліції Єричук за адресою Масарика 3, собака Оскар, складено з 20.20 по 20.50. Міститься схема, з якої вбачається, що початок роботи собакою здійснений з місця, де знаходилась лавка, і собака взяла слід через арку будинку номер 3 і довела до вулиці Варшавської, де слід загубила. Наступне акт про застосування службової собаки від 19.07.24 міста Львів, інспектор кінології Кінологічного центру ГУНП Павлишин з собакою Террі з 20.50 по 21.15, з якого вбачається знову ж таки, що собака взяла слід від лавки, провела через арку
в будинку Масарика, за адресою Масарика 3, вивела на вулицю Варшавську, і з вулиці Варшавської на перехресті з вулицею Сосюри загубила слід. Наступний документ. Постанова про визнання речей. То есть, на мой взгляд, защите нужно ходатайствовать о том, чтобы вернуться к исследованию этого доказательства, а именно протокола работы кинологов, и просмотреть видео, которое свидетельствует о том, как собаки взяли след, как они движутся по следу, подходили ли они к месту обнаружения трупа, и что или нет, и что делали собаки в дальнейшем. Это очень важно. Если собаки не подходили к месту обнаружения трупа, это будет означать, что человек, сидевший на лавке, не подходил к Фарион в день убийства. Это ключевой момент, и этот момент требует проверки, а его упущение может быть серьезным недостатком в доказательной базе. В деле об убийстве Ирины Фарион остаются нерешенные вопросы, связанные с процессуальными нарушениями и неоднозначностью представленных доказательств. Смена одежды понятых, неопределенный статус Михайловского и отсутствие ясности в работе кинологов – все это подрывает надежность материалов, представленных стороной обвинения. Для объективного рассмотрения дела необходимо запросить дополнительные документы, такие как подтверждение статуса придомовой территории, и изучить видеозаписи, чтобы устранить сомнения в траектории движения собак при движении по следу. Пока же имеющиеся противоречия ставят под вопрос допустимость ряда доказательств, что может повлиять на итоговое решение суда. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был Валерий Табаков. Если у вас есть вопросы или комментарии, буду рад обсудить их с вами. До новых встреч!